Всем привет, друзья! Рад вас снова приветствовать на нашем канале. Мы все прекрасно знаем, насколько сложно управлять согласиями, чтобы соблюдать законы ГДПР, включая интеграцию с Google Consent Mode версии 2, отслеживание куки и не только всех скриптов, запущенных на вашем сайте. Конечно, решений очень много, есть и бесплатные плагины, которые, где вы, конечно же, вручную их отслеживаете, сканируете ваш сайт на наличие куки. Ну, есть и платные решения и так далее. Но у всех, большинства у них один минус. Они предоставляют вам жесткий дизайн и все, без какой-то гибкости. И тут разработчик MaxBricks, вы все его знаете, у него много интересных продуктов. И вот у них запустили сервис TrustWords, который перекрывает все вопросы, которые вам нужны. То есть это билдер согласия, темы согласия, хранение согласия, сканер, интеграции и так далее. Продукт очень интересный. Сегодня я вам о нем расскажу, что он может и как это все выглядит. Это меняет на самом деле правила игры, потому что с такой возможной доступностью, контролем, иметь полный билдер баннеров согласия, никто не предоставляет, в том числе экшены, атрибуты для управления, добавления кнопок, канвас и тому подобное. То есть вы можете любыми элементами управлять, добавлять их и так далее. А это относительно новый продукт, но очень быстро развивается, они очень давно его пилили. И на самом деле у него очень-очень много плюсов. И сегодня я вам покажу о многих, как это все работает. Как видите, также есть хранение, вы можете скачать файлы согласия и так далее. То есть здесь заявляют полное соответствие всему законодательству ГДПР, и интеграция консент-мода Google версии 2 в автоматическом режиме, то есть без никаких лишних дополнительных настроек и так далее. Очень интересно, у них дорожная карта. Сейчас мы ее покажу. Есть в планах, что уже сейчас, над чем они работают. Генератор политики конфиденциальности у них сейчас в процессе, DSR, автоматический сервис, мультиязычность, геолокация. У них уже есть в тестовом режиме на их сайте, но пока глобально это недоступно, ждем очень скоро. В том числе геолокация, это очень удобно, чтобы данные баннеры отображались только, допустим, для клиентов в Европе, либо в Америке и так далее. Вы этим сможете управлять. И в планах у них плагины WordPress и Shopify, GTM Template, Google Tag Manager, чтобы вы могли автоматически его размещать, уже есть интеграция. Здесь уже будет подготовка. То, что планируют они получить CMP партнера приложения, сворачиваем баннер и другие интеграции и анимации, которые только возможны. Давайте перейдем в админку, я вам уже покажу, как это все выглядит. Если мы зайдем сюда, то есть я развернул здесь тестовый сайт, чтобы вы могли это увидеть, его подключил. Подключается все очень просто с помощью просто обычного скрипта, который копируется и вставляется. Сайт подключен в автоматическом режиме. Давайте перейдем в билдер и покажу, как все выглядит. На самом деле, я ищу такого не вижу. Здесь полноценный билдер, визуальный, как вы видите слева, все элементы, есть полный доступ, начиная от размеров, как вы видите. То есть можно указывать любой этот, очень сильно напоминает нам что-то смесь между фреймом, бриксом и Figma, то есть все, что необходимо, то есть вам нужно изменить какой-то текст, пожалуйста, вот он у вас подсвечивается так же, как и везде, то есть вы видите, над какими элементами работаете, можете менять размер шрифта, пусть, допустим, 16,
цвет шрифта, то есть если вам нужно красный, то пожалуйста, то есть background, то есть можете изменить у него стили и тому подобное. То есть можете повесить URL для него, если вы хотите анимацию, также можете добавить и так далее. И это абсолютно для каждого элемента, как вы видите. То есть все это редактируется, то есть те же даже кнопки, то есть Stone Cold Model, к примеру, и вы здесь видите, какое он действие совершает, то есть вы можете это переключаться, что за кнопка. Если вы хотите добавить иконки, то, пожалуйста, тоже можно добавить иконки. Вот они добавляются. Ну, допустим, пусть будет иконка, огромное количество иконок, ну, пусть будет, допустим, эта иконка, это, по-моему, да, Adobe After Effects. Справа, слева, гапы, размеры, отступы, паддинги, то есть все как в профессиональной редакторе, то есть вы такого вот, она, видите, иконка. Давайте, где здесь ей цвет задать. Ну, давайте ей сделаем вот такой цвет, пусть она у нас будет с этим, пожалуйста. То есть, если вы хотите, вы можете добавить сюда еще какие-то элементы, то есть дополнительные блоки. То есть вот он и весь он у вас баннер. Если вы хотите, можете добавить изображение, чтобы оно было снизу. Допустим, вы хотите, чтобы это был ваш логотип, либо вы его можете перекинуть сюда. То есть это полноценный редактор, к которому мы привыкли. И все, что хотите, вы можете над ним работать. Текстовые изображения, вот языки, они уже добавились, и это круто. Это добавилось недавно, как видите, уже это есть. Давайте, допустим, пусть будет русский язык, удалим отсюда изображение. Так, вот он, давайте мы его удалим, оставим языки. Что еще здесь? Здесь вы можете добавлять дополнительные кнопки, категории и так далее. Это мы сейчас работали с баннером. Вы это можете посмотреть на как и таблете, мобильное. Вы можете отредактировать, если хотите. Точку останова любую баннера, сделать его там на всю ширину, не на всю ширину, у вас полный контроль абсолютно над всем, то есть как вы видите, то есть он в каком формате. Вот сейчас поп-ап, у него так div, если хотите, вы можете ему хоть боковой, хоть навигацию добавить. То есть абсолютно все, что угодно вы можете с этим творить. Ну, в данном случае, видите, 100% стоит. Ну, давайте, допустим, 50% поставим. Пожалуйста, хотите, чтобы был маленьким, то все возможно. Ну, я оставлю на 100%, пусть это будет. То есть любую анимацию, если вы хотите, то все здесь можно это оставить. То есть и работать над каждым блоком, как вам удобно. Это у нас сейчас одна из тем. Также есть управление, абсолютно все то же самое. Ну, такой гибкости вы нигде не видели. Уже с управлением файлами. То есть здесь видите все категории. Вы можете добавлять что-то, если вам нужно. Хотите добавить, допустим, иконку, пожалуйста, то здесь будет дополнительная иконка. Ну, правда, она здесь не нужна. Я просто покажу примеру. Здесь этот логотип копирайт можно убрать, сменить логотип, допустим, на ваш, либо просто его, к примеру, убрать совсем. То есть, либо вы можете сюда добавить, к примеру, свое изображение, если хотите. Ну, загрузить изображение. И давайте поставим просто нашу favicon-ку. И посмотрим, что у нас здесь с размерами. Здесь это, ну, ширина это, ну, давайте высоту сделаем авто. И вот он, ваш логотип, ну, ширина пусть будет 100 пикселей. Интересно, он поддерживает ли либо RAM? Давайте проверим. 2 RAM. Да, также все работает. Хотите, вы можете писать в RAM, хотите, можете писать в пикселях, то есть это все как вашей душе угодно. То есть ставим 20 RAM, то без проблем. То есть, ну, это, конечно, много,
пусть будет 10. То есть полный контроль, который вы нигде никогда такого не видите. Это полноценный билдер, причем, видите, на каждом брейкпоинте вы можете полностью им управлять, так как я его добавил на этом. Ну, давайте его, так же, как вы видите, очень удобно подсвечивается точки, где что-то примененное стиле. Давайте его просто уберем. И если переключимся, допустим, видите, здесь тоже есть точка, которая, это взято с Брикса, очень удобно, что вы видите, что есть какие-то стили, изменения именно на этом брейкпоинте. Здесь никаких изменений, поэтому оно все осталось. Давайте это все сохраним. Вы можете также, как вы видите, назначать к изображению его состояние при ховере, при активе, в фокусе, добавить ссылку, которую вам хочется, ресурс, это где он расположен, то есть он будет храниться у них в Supabase. Стили, бэкграунды, то, пожалуйста, все это, в принципе, как вы видите, все возможно. Тег у него image, хотите, вы можете переключить на фигуру и так далее. Этому блоку, допустим, поставить все что угодно. То есть вы можете назначить свой тег, допустим, это пусть будет ссылка, и добавить сюда уже ссылку на целый раздел. То есть, если кому интересно, можете им продавать своим клиентам уже готовое решение и управлять ими. То есть, с вашим логотипом и так далее. Либо управление с клиентами. То есть, все, пожалуйста, это все возможно. Давайте добавлю сюда для ссылки просто для примера. Сохранимся. Все, сохранились. Здесь также вы можете выбрать канвас, который будет использоваться задним фоном. И есть некие настройки еще, то есть вы можете блокировать скролл, давайте его включим, и блокировать все события, пока не принято. Здесь экшены вы можете запускать с помощью атрибутов какие-то действия. Здесь их видите, как обычно всегда было максимум одно. Здесь вы можете и принимать все категории, отменять все категории, сохранять чекбоксы и так далее. Событий очень много. Открыть модалку, открыть баннер и так далее. Давайте скопируем модалку, а потом я покажу, как это все добавить. Добавляется тоже очень быстро. Здесь билдеры, структура. И если вы хотите, чтобы Google шрифты были локальны, то их тоже можно включить. Давайте это сохраним. Все сохранено. Так, мы уже были в этих настройках. Здесь также можно отменять действия, применять действия. То есть мы сейчас в мобильном, видите, вот он фон, который у канваса, мы его выбрали. Опять же, мы можем выбрать там и другие фоны, если вы хотите. Либо загрузить собственное, если вам хочется, то тоже это возможно. Итак, с этим все, как видите, понятно, все очень просто. Сейчас я вам просто хочу показать, как выбрать. Так, давайте это все сохраним. Вернулись. Это баннер. Вот он для канваса. И где-то здесь была возможность переключать темы. Ладно, давайте вернемся. Вот они темы. И вот здесь вы можете уже выбрать любой. То есть вы можете выбрать чисто еще заново с нуля и с ним работать. Это вот светлый режим и темный режим. Вы также можете их переключаться. И вот какие варианты есть уже очень-очень красивые, чтобы вы не заморачивались, вы уже под нужный дизайн уже подстроили под себя. То есть, вы прекрасно понимаете, что у вас полный доступ здесь, если вы не хотите еще возиться, то уже есть основные заготовки, а дальше вы можете их просто хотите на всю ширину, пожалуйста, хотите влево, хотите полукруглые, есть такой с воздушным шариком, давайте его применим. И покажу, как он выглядит. Вот он в таком варианте. И модалка, она будет вот такая.
То есть вы можете ее сохранить. Ну, давайте ее и сохраним. Правда, мы другое сохраняли, но он сейчас перезапишет нам, но ничего страшного. И перейдем на сайт, где я его уже установил. Давайте перейдем в режим инкогнито. И посмотрим наш баннер. Вот он наш баннер. То есть вот он вот так выглядит. Вот они всплывашки. То есть вы здесь можете модалку переключаться, сохранить ваш выбор и так далее. То есть вот мы сейчас запомнили историю. Давайте вернемся назад. Сейчас мы это закроем. Перейдем сюда, допустим, Builder. Я вам покажу, как добавить, допустим, кнопку. Меня очень часто раздражает, когда здесь есть еще всплывашка, и ее также можно здесь сделать, просто уже кастомно, собственно, потому что по умолчанию, я так понимаю, нет. Но она на самом деле всех еще бесит. Окошко, плавающая кнопка с кнопкой, она и так мешает, когда у нас еще другие кнопки, там кнопка наверх и так далее. Ну, лучше всего добавить его в баннер. Как правило, я люблю добавлять баннер просто в видимые условия, потому что это обязательно требование по GDPR. Ну и давайте, вот я уже запустил редактор. Здесь у меня есть уже некоторые кнопки. Давайте просто я ее продублирую. И вот она. Давайте мы ее переименуем. Давайте это уберем. Линки, она нам не нужна. И пусть будет cookie settings. Сохраним. И это вот у нас ссылка. И давайте здесь добавим атрибут. Атрибут пусть у нас будет, ну, можем и здесь добавить. Я его, по-моему, скопировал выше. Давайте проверим. Да, вот он, я его скопировал. Открыть модальное окно. Сохраняем. Идем на фронтенд. Здесь, по-моему, кэширования нету. Ну, давайте перейдем на главное. Это сайт для того, чтобы мы мучили их. Ну и давайте попробуем. Да, все, видите, все работает. Здесь еще просто достаточно повесить на кнопку, чтобы мышка у нас поинтер отображалась. И, пожалуйста, если клиенты хотят, они могут изменить. Если вам нужны еще другие события, то также они все возможны. Как видите, все очень красиво. И если вам нужно первый баннер всплывал, также его можно настроить. Ну, как правило, если они уже приняли событие, то достаточно одной кнопки Cookies Manager, где люди могут изменить свое решение. Ну, как видите, обязательно куки, они здесь заблокированы. Здесь вот еще куки, которые он автоматически функциональны, и другие, которые он автоматически проверил и нашел на сайте. Потому что большинство еще не ищут. Мы сейчас вернемся назад, и, соответственно, я вам покажу о том, что еще необходимо. Давайте вернемся. Дашборд, вот все наши сайты. Ну, как видите, я уже выбрал этот. Билды мы проходить не будем. То есть здесь вы увидите у нас аналитику, сколько было визиторов. Есть... Ой, я назад случайно нажал. То есть можно смотреть количество визиторов, с какого устройства, с какого браузера. Ну, так как это тестовый, и здесь только делал я, поэтому вот оно все здесь отображается. Сканер, он просканировал все наши куки и отобразил здесь. Есть небольшое ограничение, вы в месяц можете запускать 50 сканов всего. Но это, в принципе, достаточно. У вас не так часто меняются куки, плагины и так далее. И здесь отображается их статус. Я проверил, ищет он нормально, сразу пишет сроки, сколько он действует, куки и так далее. То есть это все согласно GDPR, имя, и сам распределяет по категориям, как вы видите. То есть он сам уже поставил по нужным категориям, к чему это относится. У него обширная база. Я пока еще, ну, конечно же, основные куки, скрипты, они поддерживаются. Ну, если у вас что-то извне, но опять же, можно писать поддержку, чтобы они добавили в общую базу, и вам не нужно заморачиваться вручную и распределять их. Как видите, все очень удобно. Здесь вот он генератор политики, то есть вы можете уже автоматически ее сгенерировать.
и вставить скрипт. На самом деле это появилось только сегодня, это новое обновление, потому что, как видите, этого еще вчера у нас не было. Здесь полностью, помимо того, что это просто он генерирует вашу политику, оно еще, как видите, есть и кастомизация, не просто обычный текст, и вы можете, соответственно, ее красиво оформить. То есть вы можете выбрать свои цвета, вы можете, в данном случае, темный режим выбрать, вы можете удалить брендинг, можете включить языки, как я уже говорил, давайте их включим. 13 языков, и вы можете управлять, на каких языках он должен. Ну, допустим, японский нам точно не нужен, мы можем его отключить. Выбрать темную тему, сохранить, и вот он в таком варианте будет все выглядеть. Его достаточно будет добавить скрипт. Ну, мы сейчас добавим. Давайте его сгенерируем. Вы должны cookie settings, вы должны эту ссылку нужно будет подготовить. Сейчас мы это все с вами сделаем. И политика конфиденциальности. Здесь нужно будет вводить данные компании, email, страну, адрес, VAT-номер. Ну и связано Data Protection Office, ДПО, имеется у нас ли или нет. И здесь пошагово это все генерируется. Также сейчас я вам просто покажу. Давайте это и... Так, здесь, как говорилось, для генерации политики куки, то есть мы должны написать, допустим, как клиент может изменить, допустим, по кнопке в браузере footer с ее названием. Ну, допустим, давайте ее и напишем. Могут изменить в настройках куки по ссылке и так далее. Ссылкой мы назвали... Сейчас мы ее и обозрем. По-моему, у нас cookie settings. По-моему, так мы ее и называли с вами. Ну и давайте нажмем Continue, где мы храним, допустим, локальный Session Storage. И здесь, допустим, это назовем компанию. Email, пусть будет info. .eu. Адрес, я сокращенно напишу пока. Ну, и это не обязательно. Ну, нажмем генерировать, и у нас генерируется политика куки. Это сгенерировалось. Давайте политику конфиденциальности также сгенерируем. Также, допустим, minus.new info minus.eu Poland. Это не обязательно. Continue. Ну и здесь важный требование, я не буду сейчас вникать. Да, храним, перформанс и так далее. Допустим, да, процесс курсомота и так далее. Чем мы занимаемся, то есть... Continue. Что у нас есть? Допустим, у нас аналитика, есть реклама, есть платежные системы, социальная интеграция, email-сервисы и так далее. Если есть какие-то дополнительные, вы также можете
передаются ли данные извне, нет. И до удаления, допустим, хранения персональных данных до удаления аккаунта. Профилинг, персональный прайсинг, да, нет и нет. Ну, мы сейчас просто для теста его делаем. То есть, на самом деле, здесь вам нужно хорошо вникнуть и желательно понимать, что вы делаете. Особенно если лучше всего консультироваться с юристами по всем настройкам и отображениям политики. Это, конечно же, он вам будет предоставлять шаблон, но полноценно для ГДПР лучше всего делать с юристом. Ну, большинство, на самом деле, достаточно и таких вариантов. Все готово, как вы видите, то есть мы все настроили. И давайте скопируем ссылку скрипта и сохраним. И перейдем непосредственно к нам в админку дашборд и добавим также скрипт. И давайте перейдем. Здесь, по-моему, да, WP CodeBox. Ну и также установим дополнительный скрипт HTML. И сохранить. Публиковать, сохранить. Отлично, мы это сохранили. Давайте перейдем в настройки. И перейдем, давайте откроем его, допустим, в инкогнито. Так, вот наше уведомление, Customize. Я хотел бы еще включить языки и посмотреть, как они переводятся, потому что мне довольно интересно. И давайте посмотрим, потому что это появилось только сегодня. Я говорю, очень быстро это все развивается, соответственно, не всегда успеваем. И да. Политика, то есть мы ее сгенерировали, она у нас есть, языки здесь есть. Также, если вы хотите, как вы видите, автоматическое сервис управлением политикой, также есть удаление брендинга, языки вы можете добавить. Ну и вот концепт истории, как она будет выглядеть непосредственно у пользователя. Тоже можно скопировать скрипт, перейти сюда. Ну и давайте его ставим вторым и сохраним. Все через CDN, это очень хорошо для быстрого доступа и так далее. То есть это SaaS для самого управления политикой, своими пользовательскими данными, что очень хорошо. Многие сервисы, даже очень платные, это еще не предоставляют. Здесь это, конечно, большой плюс. Итак, и вот так он будет выглядеть. Вы можете это все настроить, как это будет выглядеть, их куки пользователей и так далее. Давайте это все сохраним. Здесь это вот те события, которые происходили. Ну, как видите, это только я тестировал, на каком языке, какая страна, какого устройства и так далее. Доказательств, если нужно, вы это можете всегда экспортнуть и предоставить. То есть это полностью хранение баз согласия. Здесь пока интеграция есть прямая с Google Tag Manager, и скоро будет с Microsoft, с Facebook, прямые интеграции и так далее. Аналитика, ну здесь, видите, добавился еще 5. И, скажем, я хотел здесь в билдере добавить язык, потому что и тоже очень удобно, вы разместили скрипт, меняете здесь, и он автоматически вам уже добавлять все остальное. Так, давайте добавим язык. Вот он, language. Пусть будет здесь язык. Ну и также у баннера можем добавить язык. Ну, не знаю, давайте вот в этот блок его засунем. И тоже здесь пусть будет языки. Здесь управляется языками. И, как видите, можно управлять геолокацией.
Ну, в зависимости от геолокации будет показывать вам тот язык, который вам необходим. То есть это уже очень удобно. По поводу перевода, так, это языки. Как если я захочу переводить текста? Ну, пока, я так понимаю, кастомно, если мы будем хотеть переводить языки, это, наверное, будет невозможно. Ну, в будущем обязательно, так как мы видели уже в должной карте, это есть. Итак, давайте вернемся к нам на страницу. Ну и откроем опять в инкогнито. Сейчас он должен быть у нас с языками, как видите. Да, здесь нужно поработать по стилям, потому что он черный. Опа-на, есть небольшой минус. Он открывается вниз. И это будет, как он, я так понимаю, он определил язык браузера и показывает мне на русском языке. Хочу переключиться на испанский, то пожалуйста. Опять же, нужно будет, ну, я так понимаю, это только добавленный. Есть небольшой минус, что он отображается, как видите, вниз языки, и я не могу прокрутить страницу, это все идет вниз. Ну и в настройках вот они языки, испанский, если вам нужно немецкий, то пожалуйста, это очень удобно для многих пользователей, и далеко не все, даже платные сервисы этот функционал предлагают. Давайте вернемся назад. И мне хотелось бы еще раз посмотреть его дорожную карту, потому что мы это только смотрели у него в прогрессе, но он только это, видимо, опубликовал. Ну и вернемся в билдер. Да, вот с этим, конечно же, как вы видите, даже здесь билдер, он открывается вниз. Ну, опять здесь можно изменить, отображать флаги или нет. Как вы видите, кастомную иконку добавить, паддинги, цвет бэкграунда сделать, допустим, красный, если мы хотим, и так далее. Как видите, все это абсолютно настраивается. Цвета триггерного текста, самого меню текстов и так далее. То есть это все, видите, можно настроить фон. То есть это все очень-очень-очень гибко. И, как видите, по умолчанию можно выбрать какой-то язык уже по умолчанию. Ну и остальные языки, которые вам нужны, ну, допустим, арабский нам не нужен в данном случае, японский не нужен, чтобы был меньше список на выбор и так далее. Ну, если у вас определенная аудитория. Честно скажу, ни один плагин такого функционала, ни один сервис, ни там компиланция, ни остальные такой гибкости и возможности никто не предлагает. На самом деле это все очень-очень круто. То есть вот они дополнительные модули, которые вы можете их добавлять. Полноценный билдер, локальный даже. Позаботились о том, что Google шрифты были локальны для соблюдения. И на самом деле это все очень-очень-очень круто. Плюс дело даже не в крутизне, а то, что это соответствует всем нормам правил ГДПР. Это на что очень-очень важно. И плюс еще вопрос в том, что вам не нужно заморачиваться сканированием куки, добавлением их и так далее. То есть все здесь продумано, и настраивайте дизайн как угодно. Потому что все мы прекрасно понимаем, что очень часто люди хотят определенный дизайн, а плагин представляет просто обычно какую-то большую некрасивую плашку. То есть если вы хотите ее сделать красивой, тот же модалку, если вы хотите, чтобы она была справа, по центру, сбоку, то все это возможно. Видите, в данном случае в Canvas, либо хотите его засунуть в попап. То есть, если вам нужен overlay background, то, пожалуйста, вы его можете вообще отключить. Вы можете видеть шоу баннер, либо использовать баннер background, то есть, чтобы его вообще не видно. Блюр, если это вам нужно, анимация, размеры, то есть 500 пикселей и тому подобное. Возможностей, как видите, очень много, даже абсолютное позиционирование картинок. То, пожалуйста, то есть нужно статическое, нужно фиксированное, нужно, чтобы он
был стикик определённый, допустим, к низу либо к боку, то вот это все возможно. И, как видите, это просто потрясающе. Таких возможностей никто никогда еще не предоставлял. Да, они только начали, но, опять же, у них очень сейчас хорошие предложения. Вы можете перейти на их сайт. Ой, я не тот открыл. Да, я рассматривал еще один сайт. Ну, давайте перейдем о тех возможностях, которые у них есть. То есть это элементы, то, что показал, структура, темы, контроль, canvas, concept action, публичный. Те темы, которые уже сейчас есть, вы можете уже выбрать и уже настроить ее под себя. Сканер, аналитика, хранение согласий, интеграции и так далее. И пока у них на старте для первых пользователей у них есть спецпредложение. Это Lifetime за 499 евро на 50 по сайту, без подписок, безграничное количество страниц, 50 сканов в месяц и 100 тысяч уникальных визиторов в месяц. То есть и все, что было, оно все включается, то, что я вам сейчас озвучил. Конечно, есть и месячные, есть и про-версии и так далее. Предложение очень хорошее, я бы очень вам рекомендовал воспользоваться данным предложением, потому что ценники на подобные инструменты стоят, вы прекрасно знаете, стоят по 20-30, иногда 50. С таким функционалом, как я сегодня озвучил, где-то порядка 50 евро в месяц за один сайт могут брать до 50. Ну, все зависит от этого. Ну и вы не получите того билдера, которым я вам показывал, где вы можете полностью управлять, вставлять собственные элементы в любой div и компоновать как вам угодно. То есть у вас все инструменты для этого есть. Спасибо, очень было приятно вас всех видеть. Всего доброго и до скорых встреч на нашем канале.